Здравствуйте, мои дорогие. На пороге каких событий вы стоите? Посмотрим для начала точку отсчета. Я прошу вас подумать больше всего о себе самой любимой, самой нужной, самой необходимой. Видео о себе любимой, правда, зашло многим. На одном из каналов моих это видео есть. Подписывайтесь, смотрите. Буду рада работать для вас. И давать определенные направления, определенные подсказки, которые необходимы вам. А вы уж дальше решайте, принимать или не принимать. Итак, что стоит на пороге? Первое, это что мы посмотрим, точку отсчета, от которой мы будем плясать, да, от которой мы будем знать, что вот начинаются те события. Итак, точка отсчета. Так, точка отсчета – это несостоявшаяся встреча с мужчиной, на которого вы рассчитывали. Это встреча, наверное, любовного характера все-таки, но мужчина вам интересен как человек, ну такой, возможно, как состоятельный, либо тот, который мог душевного, будем так говорить, характера. У кого-то любовная действительно встреча, у кого-то встреча душевного характера не состоялась. Тут буквально даже больше. Она сначала не состоялась, а потом, девочки, вот как-то принятие решения о встрече, которая вам как-то как дамоклов меч висит над вами. Мужчина, который может вам оказывать какую-то услугу, вплоть до того, что материальные какие-то услуги, финансовые какие-то услуги. Это точка отсчета. Что-то касательно неполадок со встречей. Либо она не состоялась, либо какое-то такое состояние, когда нужно решиться на эту встречу, и вам то ли не хочется, то ли вот как дамоклов меч висит. Вот такая ситуация. Но встреча предполагалась, в принципе, приятная встреча, когда можно установить какие-то более близкие, приятельские, либо душевные, либо любовные отношения. Давайте еще в точку отсчета немножечко погрузимся. Точка отсчета, от которой будут эти события идти, о которых нам говорят на пороге. Так, ну что могу сказать? Буквально накрывается дорога. Не происходит эта дорога. Из-за чего? Из-за того, что вам, в принципе, не хочется этого. Либо не хочется, либо вот какая-то, вам кажется, эта встреча не совсем нужна, не совсем важна. Может быть, человек как-то неправильно что-то сказал, буквально полслова каких-то. Вот, не договорил, вы не поняли, все, встречи не будет. Именно для вас это как-то неприятно. Может быть, неприятно то, что и он отказал. Но тут, в общем, момент в несостоявшейся встрече. Так, хорошо. Это у нас как момент отсчета, точка отсчета. Давайте смотреть. Теперь я сложу эти карты в колоду, потому что они нам пригодятся для дальнейшего рассмотрения ситуации. И что же там на пороге стоит у нас? Что же там на пороге? Итак, вы открываете дверь и на пороге. А на пороге нужно, на пороге такая ситуация, на пороге нужно что-то изучить. Вы для начала, прежде чем открыть дверь, вам говорят, для начала необходимо как-то ознакомиться с той ситуацией, куда вы хотите войти. В принципе, дверь, та, в которую вы хотите войти, говорит Вселенная вам, она открыта. Эта дверь вам под силу, войти в эту дверь и начать какую-то даже новую жизнь. Тут троечка жезлов, да, либо троечка крестей. Это как открытая дверь, первый шаг. Первый шаг – это изучение информации. Вам необходимо погрузиться именно в это. Возможно, это какая-то новая работа, новая ваша деятельность, новое развитие бизнеса, новая точка, не знаю, как там, кто-то мне говорит, а как точки, торговые точки, да, то есть тоже можно, естественно, к этому относить. То есть это то, что касательно вашей деятельности, вашей трудовой деятельности, та, которая приносит денежки. У вас сейчас начинается такой познавательный момент, когда вам необходимо что-то изучить. Так, у вас прям вот воспоминания о какой-то несостоявшейся встрече, прям на подсознании зарыто уже. А может, вы предвидите что-то такое, что нужно встретиться. Так. Хорошо. То есть вы хотите расширить свои границы, расширить свои возможности. И для этого необходимо, крайне необходимо начать изучать какое-то новое направление. Вплоть до того, что просто новую информацию. Для того, чтобы расти, развиваться дальше. Может быть,
вы просматриваете информацию для того, чтобы там, найти жилье, либо там для того, чтобы поступить в университет, ваш ребенок, может быть, так. Понимаете как? То есть тут именно дверь открыта, и открыто очень много возможностей. Все возможности сейчас для вас. Тут больше говорят еще, знаете, о проявлении каких-то больше творческих таких ваших качеств характера для того, чтобы эту информацию изучить. То есть не так, как всегда, не так, как все. Хорошо. Итак, на пороге. Давайте подробнее посмотрим, что же такое на пороге. Да, тут касательно, может быть, действительно какой-то новой работы, о которой вы хлопочете. Либо это касательно вашего ребенка. Тут тоже может такое быть. И вам как нужно, как вам сказать, состыковать вот эти вот два ваше желание, да, и желание ребенка. И вы пытаетесь так, чтобы найти консенсус, прийти к какому-то взаимопониманию. Либо, допустим, если у вас это касательно работы, либо развития бизнеса, и у вас много хлопот, вы хотите найти, возможно, партнера, либо какое-то направление, как помощь, да, то есть тут, например, как человек может быть вам партнером, так и какой-то сторонний ресурс, вот так вот мне идет, потому что тут идет прямо изучение информации, как вы можете копать, рыть информацию как и во внешнем мире, да, так и в интернет. Так, хорошо. На пороге. К чему это приведет? Вот что это такое на пороге? К чему это приведет? И результат. Тут идет такая манипуляция, и интересно, с чьей стороны? Но я вижу, что это больше с вашей стороны. Идет такой момент, когда вы хотите кого-то убедить, уговорить в чем-то. Это вы прилагаете очень много усилий. Прилагаете много усилий для того, чтобы кого-то убедить в чем-то. Может быть, тут 3 валета выходит. Возможно, это действительно человек какой-то, который младше вас, в подчинении вашем на работе, либо, может быть, действительно ваш ребенок. То есть тот человек, который от вас зависит. Говорят, будьте внимательны, потому что вот это вмешательство помешает этому человеку как-то расти дальше. Предоставьте ему возможность больше думать самому, больше решать за себя самому, потому что вы, получается, как третье лицо, которое хотите что-то подсказать, вроде как из правильных побуждений. Но ваша задача сейчас, вот по троечке жезлов, либо по троечке крестей, да, просто предоставлять информацию. Ребенок выбирает сам, либо там сотрудник ваш, да, он как-то должен сам уже как-то разбираться в этом всем. Кто тут еще? То есть говорят о лице, о человеке, который вам под вашей опекой, под вашим руководством. Смотрите, вы также, прилагая усилия вместе, получаете какой-то результат. Этот результат вызывает какой-то эмоциональный всплеск. Так. Тут прям вот 4 валета идет, прям вот дети идут мне. Либо действительно человек, который вам, как хотят так показать, что это все-таки человек, который от вас зависит. Тут именно могут говорить о работе, действительно, о поступлении, обучении, казенный дом. Какие-то проблемы, тут какие-то не проблемы, хотя проблемы они и вышли, видите, как оно идет, так и идет в потоке информация, потому что тут Джокер опять выпадает, второй Джокер, что тут прям какой-то момент, есть какой-то подвох в вашем каком-то начинании. Давайте разберем этот подвох, потому что тут прям вот все двери открыты, только изучите информацию. Что же нам нужно изучить? Куда нужно погрузиться? Где ждать? Либо как предвидеть вот этого Джокера, который выпадает? На моменте, когда вы вот прям хотите все, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой все случилось. Но тут почему-то Джокер. Как его предвидеть, как его убрать? Есть ли такая возможность?
Вам все равно говорят, сколько бы ну как вы не изучали информацию, все равно будьте готовы к тому, что не все сразу получится. Потому что придется нести какой-то, ну как-то на некоторое время отойти от других дел, заняться более важными для вас. Что для вас важно сейчас? И более важными, несрочными делами нужно заняться. То есть нужно, допустим, повторно что-то сделать, тут какие-то повторные действия. Не сдавайтесь, вот вам говорят, не сдавайтесь, потому что тут будут такие моменты, видите, девяточка и еще пик выходит. Вы работаете, стараетесь, тут опять провал, да. Выходим, встаем, идем дальше. Тут вам говорят, что все равно вы сможете достичь того самого важного. Получится достичь? Очень, ну, к этому надо, конечно, да, конечно же, к этому нужно идти. Работы много, конкуренции много. Конечно же, вы же не одна на этом пути. Вы не одни на этом пути. И вам нужно прилагать усилия. Здесь повторные действия тупо и методично просто делать. Не рассчитывая на то, что вот сразу раз и прям такой куш сорвать. Нет, ну куш будет. Посмотрите, десяточка бубен, она говорит о том, что вы выиграете. Выиграете процесс, выиграете поступление, на работу принятие, да, то есть тут нужно повторение. Либо там выиграете, например, там вы хотите открыть там очередной какой-то магазин, и вам необходимо договариваться, просто идти и договариваться. Тут самое важное, это при первых каких-то отказах не сдаваться. Не сдаваться. Изучите больше информации, больше. Еще есть то, что вы не изучили. А что там, что еще нужно сделать? Что еще нужно сделать? Больше смотреть. Если это касательно поиска работы, и всего остального, в принципе, тоже это больше самих встреч онлайн, либо живых встреч, как у вас сейчас это происходит, потому что сейчас вот с этой ситуацией, да, возможно, у всех по-разному. Просто больше этих встреч. Больше узнавать информации, больше звонков. Просто вот эта самостоятельность, такая внутренняя уверенность того, что вы успешная женщина в любом случае, либо успешный мужчина. Но я так как я девушка, да, меня карты воспринимают как девушку, и либо высшие силы, да, и они показывают здесь даму. Активность, просто проявляя активность, не страдать, когда будет вот эти вот качели такие, да, какие-то, ой, упустила возможность, дальше продолжать, следующая встреча, следующий звонок. Хорошо, возможно, у вас есть какой-то план. Мне вот кажется, что у такой женщины он точно есть. Раз тут показали эту даму крестей, есть какой-то вот, уже что-то наметилось. Получится там или нет? Давайте посмотрим. Туда идти или нет? Мне кажется, вот просто есть какое-то направление, потому что я прям вижу такая целеустремленность. Что это такое, получится или нет у вас? Нужно ли туда идти? Давайте так, нужно ли туда идти? Нужно. Получится ли? Не сразу. Причина. Вас могут не воспринять. Причина конкретная, причем может быть. Да, здесь показали даму пиковую. Но тут вообще она показана не просто как человек, а просто как реальное какое-то, ну не знаю, какое-то, как нападение какое-то, да, в вашу сторону. Угу. Тут даже до глобального может дойти. Мне прям идет нападение неожиданное. Это касательно одного человека или же все тех вмешательств, которые сейчас вообще на уровне страны? Мне вот это интересно. Так, девочки, сейчас я кое-что возьму другое. Хоть я здесь и не смотрю эти карты, но такой вопрос прям вот с этим процессом. О чем здесь идет речь? О чем здесь идет речь? Так, изучение информации вторят вам. Придется немножечко побыть в таком зависшем состоянии, как будто бы тебе ничего не понятно, ты не понимаешь, куда идти. Но в этом состоянии вам или, допустим,
касается того лица, который вам действительно, которому вы хотите помочь, очень сильно помочь, который вам доверяет. Здесь идет такой момент, когда вы можете поддаться чему-то. Что это за дьявол? Почему тут нам он показан? Не увидеть прям возможность какую-то идет. Хорошо, что это такое нам показывают за вот реально какой-то напор, неожиданность? Гнев, нападение, вот такой какой-то бунт, вот что-то такое прям творится. Это очень такие карты вышли, прям 3 сразу. Ситуация, которая от вас вообще не зависит. Но направление выбрали вы правильно. По Таро вам говорят, придется вот как, немножечко повисеть. Смотрите. Немножечко вот побыть в этом подвисшем состоянии. Здесь идет как помощь какого-то человека в этом. Но она идет позднее. Мужчина, который к вам расположен. Но дорога, видите, она не червовая идет, а бубновая, как то, что вы когда-то запланировали. Это помощь, может быть, в бумагах, и деловая дорога идет. Давайте оставим все-таки это. Мне вот эти черные 3 карты прям вышли здесь. Трижды вышел дьявол, да, 2 джокера, и сам дьявол выходит с луной. Эта ситуация абсолютно неподконтрольная вам, вы упускаете какую-то возможность сейчас, но помощь человека, она присутствует. Что это за нападение? Это как рассматривать как в ключе одного человека или вообще? Что это такое? Мужчина. Да, здесь как один человек вам мешает, один мужчина вам мешает, второй мужчина помогает. И опять выходит кубковый король, тот, который помогает, да, вы прям пугаетесь, что у вас ничего не получится. Это даже как момент сигнификации. То есть вот этот момент, запомните, когда будет происходить, когда кажется, что один мужчина как-то, вы на него рассчитывали, а он вас подвел. Посмотрите, вы на него рассчитывали, а он вас подвел. Это было в сигнификации, помните? Но появляется кубковый. Посмотрите, кубковый, да, либо червовый. Я прям вот немножко перепроверила на Таро. Человек, который к вам расположен, благоволит. Вот так вот. Интересно. Но тут, да, пришлось докопаться, девочки. Кто-то любит, как я докапываюсь, кто-то, а кто-то не знаю, любит или нет. Так, хорошо. Кто-то помогает вам. Итак, итого. Вам сказали, что все, Таро я откладываю, потому что здесь на канале я в основном смотрю на этих картах, на игральных, на Ленорман. Но что-то такая ситуация возникла прям интересная. Смотрите, в какой-то сложной ситуации, которую вы видите очень невероятно сложной, здесь прям черная карта на черной карте. Пика на пике, пика и погоняет. Это то, что от вас не зависит абсолютно. 2 джокера выпадало, дьявол выпадал. Есть человек, который вам будто бы закрывает, ну как, сам себе закрывает глаза и отворачивается от вас. Но есть человек, который вам помогает в этом. Есть человек, который вам помогает в этом. Посмотрите, здесь король кубков, а здесь королева кубков. Это не говорится, что вы его любите, либо он вас любит. Он вам, потому что дорога-то идет бубновая, деловая, рабочая, может быть так, да, слегка. Вот это вот. Путь, который вы выбрали, направление, оно верное. Оно очень верное. Как вы узнаете вот этого червового короля? Будут нам, расскажут нам. Эта ситуация очень сложная. Она вообще не зависит ни от вас, ни от тех людей, которые рядышком с вами. Так, итак, как мы узнаем вот этого червового короля? Как же вы узнаете его? Есть чувства у вас к нему какие-то? Нет, у вас нет к нему чувств.
У вас только деловое к нему отношение. Это он к вам может что-то чувствовать. А вы только о работе с ним можете поговорить, о каких-то делах. О документах, о решениях каких-то. Но он готов вам помочь. Готов. Нужно ли обращать внимание на эту помощь? Может, она вам в принципе сейчас не нужна? Вы как-то можете и сами. Можете и сами, потому что у него больше, знаете, как любовный интерес к вам. А вы, дама, в его сторону, повернутая вот этой бубной. То есть вам по-деловому хочется с ним поговорить. Ему интересно то, что вы вот такая интересная, красивая, симпатичная, я тебе хочу помочь, продвинуть, может, с документами, может, еще как-то, но вы здесь выступаете как бубновая дама, все-таки независимая такая молодая особа, ну, молодая, либо я все равно считаю, что тут каждая, даже в 100 лет, которая на моем канале, она все-таки молодая, потому что душа, она не имеет возраста. Вы сама себе, потому что здесь такая независимая дама, которая знает себе цену, и она не пойдет на какие-то уговоры, ну, неправильные, да, но я не знаю, тут человек, в принципе, к вам с чувствами, с любовью, даже с душой, но у него своя какая-то цель. Он может вот это вот постоянно, ну, как бесконечно вести эти разговоры, пока не добьет, пока вы как-то не покажете свою расположенность. А у вас получится, ну, вообще, нужно ли пользоваться этой? Но вы можете воспользоваться его расположенностью, да, и сделать шаг туда, куда вы хотите. Но это будет такой небольшой шаг. Потому что он хочет большего, а вы даете это больше? Нет, вы воспринимаете его исключительно как человека, который поможет вам, не знаю, с бумагами, с документами какими-то, с дорогой, с финансами, с продвижением. Угу. Вам прям не хочется его услугами пользоваться. А ему очень этого хочется, девочки. Значит, ну вот такая ситуация. Я не знаю, что там за услуги, рассказывайте у вас. А тут дно колоды еще мне показывает туз, бубен. В любом случае, вот эта ваша затея, она принесет результат. Она принесет результат. Самое главное понимать то, что вы все равно не поддавайтесь ни на какие компромиссы, да, что бы там ни было. Вы свободная, независимая женщина, ну, я думаю, что тут каждый из вас понимает. Даже какая-то болезненная такая ситуация, тут больше не болезненная, а прям какая-то такая патовая ситуация, да, возникает, непонятная, то вы можете ее пройти. Можете ее пройти. Да, здесь, в принципе, говорят о том, что вы будете искать какую-то помощь третьего лица, но вам очень важно не только, потому что вот не только как помощь, как в продвижении, вам важны чувства, духовность и тот человек, который и поможет, да, если нужно, и плечо подставит, если вы попросите или даже не попросите, просто он как поймет это. И, конечно же, чувство, любовь. Тут к этому тоже открыта дорога, и вам говорят, что вы когда поймете, да, что просто денежные какие-то моменты у вас вызывают прям какое-то кризисное состояние, ну, когда отношения только какие-то, например, меньше духовности, да, больше финансовых каких-то, возможно, то вы нет, вы выбираете все-таки путь любви. Вот так вот. Ну, такая вот сегодня интересная была тема. Вот, я надеюсь, что для вас было полезно узнать какую-то информацию. Постаралась довольно подробно посмотреть. Благодарю вас, мои дорогие, за ваши лайки, комментарии. У меня есть еще 2 канала, будет еще 3 немножко позднее, потому что там будет совершенно другая тема. То, что вы просили давно, кстати. Вот кто
Кто просил, точно помнит. Но я буду рассказывать немножко позднее, извините меня, конечно, что сразу не рассказываю все. Вот, но готовлю этот канал. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и этот канал выйдет вовремя. Еще 2 канала есть. Подписывайтесь, пожалуйста, мои дорогие. Буду вас ждать. Спасибо за лайки, за комментарии, за то, что вы финансово поддерживаете мою работу. Пускай вам Вселенная в разы больше отдает, а так и будет. С вами была ваша Юля. Всего доброго. Пока-пока.